Цена совершенства. Что скрывают кулисы тура Ариранг 2026? Миллионы огней, бомбочек вспыхивают одновременно, превращая стадионы в живые океаны фиолетового света. Рев толпы перекрывает даже самые мощные саунд-системы. Новые строчки в книге рекордов Гиннесса фиксируются одна за другой. Самый масштабный тур после длительного перерыва, наибольшее количество зрителей на открытых аренах в серии концертов одной кей-поп-группы, рекорд по количеству трансляций и просмотров. Тур Ариранг 2026 стал тем самым триумфальным возвращением BTS, которого мир ждал годами. 7 человек снова вместе на одной сцене. Идеальная синхронность, безупречный вокал, энергия, которая, кажется, не знает границ. Но пока камеры ловят улыбки, а фанаты в социальных сетях пишут о том, как они снова дома, за кулисами разворачивается совершенно другая история. Там, где гаснут софиты, где воздух тяжелый от пота и адреналина, где тело начинает мстить за каждый час, проведенный на пределе, цена совершенства становится осязаемой. Сегодня мы заглянем именно туда, в пространство, которое почти никогда не попадает в официальные behind-the-scenes видео. Мы поговорим о том, какую цену платят мемберы за каждый час нашего счастья. Хронометраж подвига. Каждое шоу тура Ариранг длится в среднем 3 часа 15 минут. Для зрителя это 3 часа чистого восторга. Для тех, кто стоит на сцене, марафон на грани человеческих возможностей. И это только видимая часть. Подготовка к каждому концерту начинается задолго до того, как зрители займут свои места. Перед каждым новым городом парни проводят на сцене от 6 до 8 часов репетиций. Это не легкая прогонка. Это полная адаптация под конкретную акустику стадиона, под особенности освещения, под расположение камер, под даже незначительные различия в высоте сцены и расположении мониторов. Звук, который идеально работает на одном стадионе, может поплыть на другом. Свет, выстроенный под определенный угол, в новом городе дает неожиданные тени на лицах. Хореография, отточенная до миллиметра, требует корректировки, если полсцены чуть более скользкий или наоборот слишком жесткий. В эти 6-8 часов входят не только танцы. Это работа с вокальными партиями в условиях реального пространства, проверка всех переходов, репетиция сложных моментов, где один сбой может повлечь за собой цепную реакцию. Мемберы отрабатывают даже самые, казалось бы, незначительные детали, как именно держаться за микрофон в определенном движении, как распределять дыхание между танцевальными блоками, как сохранять визуальный контакт с аудиторией, даже когда тело уже начинает требовать отдыха. В день концерта саундчек начинается примерно за 4 часа до открытия дверей. К этому моменту парни уже несколько часов находятся в движении. Грим, костюмы, финальные инструкции, проверка оборудования. Итого к моменту, когда на сцену выходят первые зрители, у мемберов за плечами около 10 часов на ногах. 10 часов концентрации, физической нагрузки и эмоциональной готовности. И только после этого начинается главное шоу, те самые 3 часа 15 минут, в течение которых они должны выглядеть так, будто только что вышли из-за кулис свежими и полными сил. Отдых между концертами и перелетами – отдельная история. У группы часто остается менее 5-6 часов на полноценный сон. Смена часовых поясов в 2026 году стала их постоянным спутником. Тур охватывает несколько континентов, организм просто не успевает адаптироваться. Джетлаг накладывается на физическую усталость, а физическая усталость – на необходимость снова и снова выдавать максимум. Между городами – перелеты, иногда короткие, иногда трансконтинентальные. В самолете многие пытаются спать, но сон в таких условиях редко бывает глубоким. Кто-то слушает музыку в наушниках, кто-то пытается работать над новыми идеями, кто-то просто сидит с закрытыми глазами, стараясь хотя бы немного восстановить силы. По прибытии снова отель, короткий отдых, и уже через несколько часов репетиция или саундчек. Этот хронометраж не просто расписание, это система, в которой каждый час имеет значение. Любая задержка, любая внезапная болезнь, любое техническое осложнение может сдвинуть весь механизм. И при этом на сцене они должны выглядеть так, будто все происходит легко, будто 3 часа интенсивного выступления – это нормальное состояние тела. За кулисами после шоу картина совсем другая. Кто-то сразу уходит в гримерку и молча снимает костюм. Кто-то еще несколько минут стоит, опираясь на стену, пока адреналин не начнет спадать. Кто-то уже проверяет сообщения от команды, уточняет детали следующего перелета. Организм начинает предъявлять счет. Мышцы ноют, голос требует отдыха, ноги гудят, а через несколько часов снова в путь. Тур Ариранг – это не серия отдельных концертов. Это непрерывный процесс, в котором восстановление почти всегда вторично по отношению к необходимости быть готовым к следующему шоу.
И именно поэтому каждый выход на сцену выглядит как подвиг, потому что он и есть подвиг, растянутый на месяцы. Температура выживания. Многие фанаты, стоя в толпе или смотря трансляцию, не задумываются о том, в каких физических условиях проходят эти 3 часа. Сцена — это не комфортная студия. Это пространство, где температура, влажность и качество воздуха постоянно меняются, а тело работает на пределе. Под светом сотен прожекторов температура на сцене регулярно поднимается до плюс 35, плюс 40 градусов Цельсия. Это не преувеличение. Мощные световые приборы, закрытое или полузакрытое пространство стадиона, тепло от тысяч тел в зале – все это создает эффект парной. Добавьте к этому тяжелые сценические костюмы. Кожа, многослойные ткани, плотные материалы, которые красиво смотрятся под светом, но почти не дышат. В таких условиях даже просто стоять уже тяжело. А танцевать, петь, перемещаться по огромной сцене, сохраняя при этом контроль над дыханием и мимикой – это уже другой уровень нагрузки. Пот льет ручьями, грим начинает плыть, волосы прилипают к лицу, влага скапливается под одеждой, и при этом нужно улыбаться, смотреть в камеры, взаимодействовать с залом, попадать в сложные хореографические рисунки. Любое лишнее движение, любой сбой дыхания сразу становится заметным, поэтому контроль над телом должен быть абсолютным. Но жара – не единственная проблема. На открытых стадионах в Европе или Южной Америке температура может опускаться до плюс 10 градусов и ниже. Ветер, сырость, холодный воздух. И при этом парни часто продолжают выступать в относительно легких рубашках или костюмах, рассчитанных на эстетику, а не на теплоизоляцию. Эстетика шоу важнее сиюминутного комфорта. Зритель должен видеть идеальную картинку, а тело в это время работает в условиях, близких к стрессу. Воздух – еще один критический фактор. После особенно интенсивных номеров, таких как Run BTS или новых танцевальных хитов тура, мемберы буквально падают в кресла за кулисами, баллоны с кислородом всегда наготове, несколько глубоких вдохов через маску, и нужно снова подниматься, снова улыбаться, снова выходить под свет. Организм в эти моменты работает на грани, сердце колотится, легкие требуют кислорода, мышцы кричат об отдыхе, но пауза между номерами короткая. Зритель не должен чувствовать, что что-то не так. За кулисами команда работает как отлаженный механизм. Кто-то подает воду, кто-то помогает сменить часть костюма, кто-то проверяет пульс и общее состояние. Врачи тура постоянно находятся рядом. Они знают, что во время шоу адреналин может маскировать многие сигналы тела. Но после все возвращается с удвоенной силой. Температура выживания – это не метафора. Это реальные градусы, реальная влажность, реальная нехватка кислорода в моменты максимальной нагрузки. И каждый концерт – это борьба с этими условиями. Борьба, которую зритель почти никогда не видит, потому что на сцене все выглядит безупречно, превозмогая боль. Тур 2026 года стал серьезным испытанием для здоровья. Зрители замечали тейпы на коленях Чимина, пластыри и поддержку на спине Чонгука, иногда едва заметную скованность в движениях, которую удавалось скрыть только благодаря профессионализму и опыту. Адреналин во время шоу делает свое дело. Врачи тура неоднократно подтверждали. В момент выступления многие болевые сигналы просто не доходят до сознания в полной мере. Гормоны перекрывают дискомфорт, тело работает на резервах, но как только закрывается занавес и уровень адреналина начинает падать, усталость и старые травмы обрушиваются с удвоенной силой. То, что казалось терпимым на сцене, после концерта превращается в настоящую проблему. «Я не могу подвести армии, которые ждали этого дня 3 года». Эта фраза или ее вариации не раз звучала в разных контекстах. Она стала негласным девизом тура. Ответственность перед теми, кто купил билеты, кто приехал из других городов и стран, кто ждал именно этого момента, оказывается сильнее, чем собственный дискомфорт. Они выступают с растяжениями, с температурой, с болями, о которых предпочитают не говорить публично, потому что для них каждый концерт как последний. Потому что возможность снова стоять вместе на одной сцене после всех лет разлук и ожиданий воспринимается как дар, который нельзя растратить. Боль в туре – это не всегда что-то острое и внезапное. Часто это накопительный эффект. Многочасовые репетиции, жесткие покрытия сцен, повторяющиеся нагрузки на одни и те же группы мышц и суставов. Старые травмы, которые когда-то были залечены, но в условиях интенсивного графика дают о себе знать снова. Колени, спина, голосовые связки – все это требует постоянного внимания. Медицинская команда тура работает практически круглосуточно. Физиотерапия, тейпирование, восстановительные процедуры, контроль нагрузки. Но даже самые современные методы не могут полностью нейтрализовать то, что происходит с телом, когда оно месяцами находится в режиме максимум. И при этом на сцене улыбки, энергия, взаимодействие с залом.
Никто не должен видеть, сколько усилий стоит каждый прыжок, каждый высокий тон, каждое сложное движение. Совершенство должно оставаться совершенством, а цена этого совершенства остается за кулисами. Редкие минуты тишины, свободного времени в туре катастрофически мало. То, что со стороны выглядит как отдых между концертами, на деле часто представляет собой короткие окна, которые нужно использовать максимально эффективно, или хотя бы попытаться восстановить хоть какую-то часть ресурсов. РМ по-прежнему ищет вдохновение в местных музеях и культурных пространствах. Даже если у него есть всего 1 час перед выездом в аэропорт, он старается вырваться. Для него это способ не только отвлечься, но и продолжать наполнять внутренний мир образами, идеями, атмосферой разных городов. Эти короткие вылазки становятся маленькими островками нормальной жизни посреди непрерывного графика. Джин и Шуга чаще всего выбирают тишину отельных номеров. Для них лучший отдых – это возможность просто быть. Видеоигры. Работа над новой музыкой в портативной студии. Возможность не говорить, не улыбаться, не быть на сцене даже в переносном смысле. В номере можно выключить свет, надеть наушники и хотя бы на время перестать быть частью большого механизма. Тэхён старается запечатлеть каждый город. Пленка, фотоаппарат, моменты, которые невозможно повторить. Даже в условиях жесткого графика он находит способ сохранить визуальные воспоминания. Эти кадры не только личный архив. Это способ зафиксировать, что тур – это не только сцена и перелеты, но и реальные места, реальные улицы, реальный свет разных городов. Хасок и Чонгук часто проводят время в спортзале даже после концертов. Для них поддержание выносливости не просто привычка, а необходимость. Тело должно выдерживать следующее шоу, мышцы должны оставаться в тонусе. Восстановление через движение – их способ справляться с нагрузкой. Конечно, это не полноценный отдых в классическом понимании, но в условиях тура полноценный отдых почти невозможен. Приходится выбирать то, что позволяет держаться. Эти редкие минуты тишины – на вес золота. Они не отменяют усталости, они не решают всех проблем, но они дают хотя бы небольшое пространство, в котором можно остаться собой, без камер, без необходимости соответствовать ожиданиям. Просто 7 человек, которые в перерывах между подвигами пытаются сохранить то, что делает их людьми, а не только артистами. Заключение. Тур Ариранг – это не про деньги и не про славу. Конечно, цифры впечатляют, стадионы заполнены, рекорды обновляются, медиа пишут о триумфальном возвращении, но в самой сердцевине этого тура лежит нечто другое. Это невероятная связь 7 человек, которые прошли через годы совместной работы, разлук, ожиданий и возвращений. Это связь с фанатами, которые ждали, поддерживали, создавали ту самую атмосферу, ради которой имеет смысл выходить на сцену даже тогда, когда тело просит остановиться. Когда в следующий раз вы увидите их улыбки на экране, помните, за каждой секундой этого блеска стоят литры пота, бессонные ночи, преодоленная боль и железная воля. Совершенство, которое мы видим, не дается бесплатно. И именно потому, что цена так высока, каждый концерт тура Ариранг ощущается как событие, которое больше, чем просто шоу. Это доказательство того, что иногда люди готовы платить очень высокую цену за возможность подарить радость другим. И за возможность снова быть вместе, на сцене, под миллионами огней, в центре того самого шторма, который называется BTS.